Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я покажу вам, как декорировала лепниной старый глиняный цветочный горшочек. В произвольных пропорциях смешиваю белую акриловую краску, песок и гипс. Для массы смешиваю одну часть столярного клея, ПВА и 2 части гипса. Приблизительное время застывания такой массы от 30 минут до часа. Здесь все зависит от качества столярного клея, то есть от составляющих этого клея и гипса. Поэтому старайтесь лепить быстро и не замешивайте слишком много массы. Во время лепки массу держу в полиэтиленовом пакете. Для того, чтобы масса во время лепки не приставала к рукам, применяю вазелин.
Высохшую лепнину окрашиваю белой акриловой краской. Далее можно использовать обычный золотой металлик, но в данной работе я буду применять золотую поталь. Для потали понадобится специальный клей и щелочный лак. Поталь я наносила не полностью на поверхность, а только на верхние выступающие части рельефа, чтобы в углублениях просвечивал белый цвет. Наношу клей только на выступающие поверхности, там, где у меня будет находиться поталь. После того, как нанесли клей, необходимо подождать 10-15 минут до так называемого состояния отлипа. Проверяю клей и перемещаю поталь на поверхность. Работать с поталью необходимо в тканевых перчатках, но так как у меня их не было, я немного рисковала. Риск заключается в том, что от контакта с пальцами поталь может окисляться, и от этого со временем она может потемнеть. После полного высыхания клея мягкой кистью удаляю остатки потали. Сверху позолоту покрываю специальным щелочным лаком, но так как он достаточно хрупкий, то после его высыхания все изделие дополнительно покрываю акриловым лаком. Работа готова. По-моему, я немного переборщила с декором. На таком небольшом горшочке вполне хватило бы и одного цветка. Всем моим подписчикам желаю добра, крепкого здоровья и, конечно же, самое главное, мирного неба над головой.